Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Второй прогноз на ближайшие дни с 10 по 20 февраля. Что ждет ваш знак зодиака, что в вашей жизни прояснится, что удивит или будет неожиданно, вот давайте с вами узнаем. Но первые три карты мы достанем как подсказки, три знака судьбы, как секретная карта, что для вас самое важное будет, чем придется заниматься или как круг тех тем, которые станут наиболее значимыми, или, может быть, как сфера жизни, которую нам обозначат карты. Не знаю, что это будет, вопросы мы не задаем картам. Потоковая информация, позволим просто рассказать картам, с чем могут быть связаны события буквально со дня на день. Совсем скоро. Итак, первый знак судьбы, второй знак судьбы и третий. Так что же там вас ждет в ближайшие дни? Продолжим наш расклад. Что вас удивит? Что будет для вас неожиданно? А что же прояснится? У нас как раз середина февраля. Ну, у нас февраль очень знаковый месяц, буквально с первых дней, потому что начало, период полнолуния, это закрытие некоторых гештальтов. Мы сами к какому-то выводу приходим. Ну и вот эта конфигурация, она будет в течение всего февраля продолжаться. И личная жизнь. Что ждет в личной жизни? Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Оставлю ссылки в описании под видео. Моя последняя статья «Волшебный мост между прошлым и будущим» посвящена февралю. Переходите, читайте. Есть и гороскоп сам по себе на февраль. Я думаю, подсказок будет больше. Давайте узнаем, а что ждет в доме или вопросы, связанные с домом. Что ждет в работе, в делах, у кого-то бизнес, важные переговоры, встречи, ваши планы и денежки. Итак, первая карта, первый знак судьбы. Что-то растет, но медленно, может быть и так. Но ведь эта карта о чем нам свидетельствует? Человек посадил зернышко, выращивает, взращивает денежное дерево. А, Есть то, зачем вам еще нужно ухаживать, вот буквально так. И есть то, что быстро не решится, мои дорогие. У кого-то это банально бумага, документ. Что это? А вы знаете, тут какое-то ускорение может быть. Вот вы думали, что как-то в растяжку пойдет дело или быстро не получится. Тут как рост ускоряется, хочется сказать. Или его величество случай, колесо фортуны. При этом надо чего-то не упустить. Здесь и ждать как будто не надо, да? Может быть, смотря чего касается вопрос, ну, как будто такое железо пока горячо, ведь это всегда карта скорости и шанса. Но ведь и баланс-то придется держать, как вот наша девушка, стоя на цыпочках, танцует волшебный танец на вращающемся колесе. А внизу еще три, и каждая вращается в свою сторону. Вот представляете, какой-то волшебный баланс. Но всегда фортуна как будто вот именно воспользоваться моментом. А если отложили или сказали себе: «Подумаю вот там завтра», а завтра уже не та энергия. Да тут какой-то может быть, знаете, как прыжок в будущее. У кого-то может касаться работы и денег. Вообще, эта карта, мы говорим, работа в команде, да? Но это карта раскрытия наших талантов. Любая тройка– это карта будущего. И вот тут действительно, может быть, это вы долгое время что-то изучали. Мы вообще, в принципе, как и учимся по этой карте, так и сдаем экзамены. Вот у кого-то будет экзамен буквально на скорость. То есть вы уже в каком-то деле профессионал. Вы можете себя оценивать по-разному, но явно какая-то тема вам знакома. Тут, скорее всего, деньги и работа. Вот что-то с этим будет связано. Может быть, есть возможность, как построить карьеру. Или для вас действительно сейчас, вот именно вы понимаете, с 10 по 20 нужно срочно что-то изучить, получить бумагу, может быть, как сертификат, который перед вами откроет новые перспективы. Вот смотрите, по этой карте всегда идут какие-то перспективы. Но почему мы время тоже где-то предусматривает карта, не должны терять? Потому что то, что мы изучаем, это как инвестиции в себя. А в последующем из-за этих знаний мы буквально сделаем деньги. Вот как-то так. Давайте узнаем второй знак судьбы. Радость, счастье, любовь.
Чем-то вы будете довольны, у кого-то признание в любви. Но, может быть, это, знаете, как такая емкая карта, которая говорит о приятных, конечно, эмоциях, о том, что нам что-то нравится. Или когда мы видим, что что-то было не зря. У кого-то это даже работы может касаться, но, как правило, это кубки, это и личная жизнь. Поэтому, ну вот, у кого-то и по личной жизни тут тоже прояснится, может быть, какой-то момент или, может быть, какая-то запутанная ситуация, может быть, то, что долгое время стояло на паузе. Но определенно радость, не хочу ничего дополнительного доставать, потому что очень доброе значение. То есть есть какая-то радость, которая как окрыляет, потому что туз дает возможность, точно. Да вам это прям как по судьбе. По карте Иерофант это может быть действительно какая-то бумага, важный документ, какая-то возможность. Может быть, это и с деньгами связано, кстати, я такого тоже не исключаю. Но ведь Иерофант — это, знаете, всегда система иерархия. И, может быть, какое-то дело вами задуманное, а вот оно идет в гору. Причем где-то ускоряясь с учетом колеса фортуны. Более того, карта нам говорит, что, возможно, вам придется какие-то согласования с 10 по 20 проводить, что-то как информацию уточнять, возможно, и обращаться в какие-то инстанции, ведь это карта традиций, правил, регулировок. Поэтому это тоже придется учитывать. Но, в принципе, у вас что-то и стабилизируется, я должна сказать. Даже если то, что мы какое-то время даже думали, что, ну, наверное, к примеру, для осуществления, вот как это дерево, за которым человек ухаживает, должно пройти еще больше времени. Его Величество случай вам дает какую-то возможность, и будет задача не упустить. Иногда эта карта действительно может проиграться, ну, если мы говорим даже про документы, да, и у нас все таки туз кубков, что-то прояснится в личной жизни. У кого-то была дружба, а иногда эта карта, ну, буквально венчание. Ну, я уж не говорю, что все пойдут под венец, для кого это актуально. Но, значит, какая-то длительная дружба, здесь тоже могут быть серьезные важные беседы о том, чтобы, ну, для начала давай будем жить вместе или давай оформим наши отношения. Вот по части оформления отношений, ну, тут у каждого свое. У кого-то, может быть, уже наоборот, да, обратная ситуация, утрачено взаимопонимание, и люди не вместе, а вот эта история тянется. Мы действительно закрываем гештальты буквально с первого дня февраля месяца, потому что начинается февраль с 1 числа полнолунием. И есть какая-то данность. Мы можем узнать какую-то новость или, к примеру, когда вы представляли, ну, может быть, даже несколько однобоко, ну, в вашем представлении это было правильно, да? Или вы уже сложили какое-то свое мнение. Вот здесь мы можем получать и новости, да, или открываться какие-то новые факты. Возможно, они нас удивляют, но они нас где-то и перестраивают. Именно на тот лад, который долженствующий, который присутствует в реальной жизни. Мы, наверное, все в феврале будем большими реалистами. Ну, вот такие добрые значения давайте узнаем. А что же вас удивит? Что будет неожиданно? Ну, у вас с этим светилом, с Луной, свои взаимоотношения, поскольку это ваша как планета-управитель Луна. Ну, тут и правда у кого-то вопросы дома, вопросы пары, вопросы семьи. Но есть какая-то, да, что удивит. Давайте раскроем, потому что сама по себе карта это, знаете, как сумерки, и еще пока не ясно. Так вот, а что же вас удивит в том, что не ясно? Ну, может быть, буквально у кого-то действительно с домом что-то связано, и вас удивит человек, который буквально или в вашем, может быть, доме, может быть, это ваш партнер даже, да, по браку, или вот как ваш, не по браку, а вы вместе, может быть, проживаете, и конкретно человек рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец или имеет там асцендент. Я такое тоже могу допустить. Значит, вас человек может несколько удивить. Я допускаю, что у кого-то та ситуация может какая-то создастся, когда вы задумаетесь всерьез, а ведь я не знаю совсем этого человека. Может быть, вы с ним и знакомы много лет, да, и, может быть, и живет кто-то вместе. И вот будет какой-то факт, который вас действительно удивит. Но я должна сказать, королева жезлов
Все же это очень сильная позиция, сильный человек, который, преодолевает сам в одиночку многие препоны. Жизнь его научила хранить о себе молчание, поэтому вы могли действительно вы о каком-то человеке можете узнать просто правду, давайте так подытожим. Но явно этот человек как минимум вхож в ваш дом. Потому что аркан Луна. Или вы его знаете уже давно. Пусть вы не проживаете даже вместе, ну просто вот как дружба, знакомство. И вот тоже может быть такая метаморфоза, что, ну да, сильная личность. Вот этот черный кот на коленях, точнее возле колен, он и свидетельствует, что жизнь научила королеву жезлов о себе много не рассказывать. Она, ну, где-то карьеристка, не без этого, но она надеется сама на себя. Вот, может быть, такая метаморфоза, ваше представление прежнее и нынешнее. Пусть это даже не обязательно принадлежит к знакам зодиака стихии огня, человек, да, но человек в этих энергиях. И тут я вижу, правда, тут что-то касается взаимоотношений. Какая-то путаница, может быть, была, или вы были в чем то уверены, не видели вы там путаницы. Здесь вы можете принять для себя к сведению, что, ну, вот как какая-то правда, да, или она открылась, или сложились уже обстоятельства, когда нужно делать выводы. И с этих выводов, соответственно, выбор. Ведь влюблённые — это карта выбора. Я вот вижу, правда, тут по личной жизни какие-то конфигурации, в зависимости от того, в каком вы статусе сейчас. Вот здесь вы можете задуматься о чем то всерьез. И кто-то это будет выносить на обсуждение. Именно это какие-то диалоги могут быть. А кто-то будет что-то сам додумывать. Вот не додумывайте. Тут у нас время сейчас такое. Лучше все прояснять. Не закапывать в себе поглубже, а наоборот, задавать реальные вопросы реальным людям. Не надумывать там в одиночестве, да, или сидя тихонечко, строить какие-то, ну, варианты. Первый, второй, третий. Нет. Тут именно как на ладони, мои дорогие, у вас должно быть что-то прояснено точно. Вот давайте откроем. Так, а что же там прояснится? У кого-то вопросы работы, обучения, вот где-то все то, что я говорила, и поездки. С учетом колеса фортуны, может быть, вам будет совершенно необходимо куда-то отправиться, а для кого-то и изучить предмет какой-то, да, или вот как инвестиции, может быть, получить документ, да, но для этого нужно какие-то курсы пройти. Шестерка мечей — это у нас всегда карта заслуженного успеха. Иногда эта карта может свидетельствовать, ну так, отдаленно, о том, что вам прояснится, либо какая-то ситуация, которая требует много переездов или дорог, ну, отчасти на чем поеду, куда поеду, а хочется сказать, февраль месяц, он готовит нас к тому, чтобы мы были более мобильные. И поэтому, если вы, к примеру, водитель, значит, автомобиль должен быть исправен, да, в техническом состоянии, потому что, может быть, будет много перемещений, и вам нужно будет именно отправиться, что-то прояснять. Поэтому имейте запасной маршрут, да, даже если вы авто не водите, но даже если водите, то, ну, как-то нужно пересмотреть. То есть у кого-то напрямую именно с перемещением прояснения будут совпадать, а у кого-то это вот когда я иду вперед. Ну, какими методами, вы тоже можете спрашивать. Но вообще это карта мужества. Это карта первого шага. Поэтому как только сделал первый шаг, так можно сказать, у вас все и прояснилось. Или какой-то важный диалог. Может быть, вы именно должны начать, и у вас действительно что-то встанет на свои места. Или как пазл какой-то сложится. Аркан правосудия для кого-то из вас буквально, может быть, и потребуется, может быть, по теме работы или по теме того, чтобы иметь возможность куда-то поехать, да, какие-то согласования проходить, дополнительные документы получать или их готовить, что-то планировать. Но я должна сказать, всегда ведь это карта кармы. Тут правда что-то по судьбе. И карта говорит, если ты прежде сделал что-то хорошо, всем помогал, то тебе кто-то может прийти на помощь. Вот и вам кто-то может тоже прийти на помощь, мои дорогие. Пусть это даже не обязательно вот тот человек, которому вы помогали, а это та помощь, которая через руки других людей, именно как вот высшие силы нам помогают. Но и может быть та
застарелая ситуация, когда мы тоже думали: "Я этот вопрос закрыл", и были уверены. А тут оп, а нет, не закрыл. Ну, бывает такое, правда? И мы в спешке галопом начинаем что-то переделывать, переписывать, переоформлять. Ну, может быть, это потребует дополнительных консультаций, понимать, как оформить тот или иной документ. Тогда карта Аркан, точнее, старшее правосудие, дает подсказку. Ты сделать что-то должен, что в соответствии с законом. Тогда закон тебя буквально бережет. Личная жизнь. Вот, на тебе. Карта башни. Ну, это, знаете, вот правда какая-то сложная история. Ведь что удивит? Мы уже с вами говорили. Туз чаш. Но конфигурация такова, что как будто диалог совершенно необходим. Оно не будет так, как прежде. Оно достигло, вот прежнее достигло пика, какой-то окончательной точки. И мы можем сказать, что это и может быть новая точка отсчета или нового отчета. Но это и как точка невозврата. Здесь вам нужно что-то решить на личную жизнь. Для кого-то из вас может быть необходимый переезд. С чем это связано? Личная жизнь. Что ждет? Какие-то иллюзии рушатся буквально. Кого-то мы считали, или мы считали, что это точно, вот что-то надежно, надолго, а вышло не так. Может быть, это у кого-то вы думали, вы знаете человека, вот я говорила, да, а потом приходите к выводу, да нет, все совсем не так обстоит. Какое-то разочарование, утраченное взаимопонимание. У кого-то в личной жизни, ну, как будто финансовый недостаток, какая-то брешь. Тут и эмоции соединяются с недостатком взаимопонимания одновременно и по финансам как-то что-то вас не радует. Может быть, это когда, ну, где-то рано или поздно мы начинаем считать, что мы потратили, в каком эквиваленте и какова отдача. И вас это может не радовать. Вот странно. Личная жизнь, что ждет? Ничего себе. Тут что-то завершается, мои дорогие. Может быть, вы какую-то новость услышите такую, что понимаете, что нет, все. Тут нужно с чем-то однозначно разобраться, причем на берегу. Никаких иллюзий не должно быть. Повторюсь, у кого-то напрямую это будет касаться, ну, может быть, буквально. Ремонт дома откладывали, да, все-таки личная жизнь. Мы сейчас посмотрим на дом. Или, может быть, какая-то история, которая была связана с вашим родственником. Вы тут тоже можете получить какое-то известие или, ну, будете что-то, может быть, обсуждать, что-то будете вспоминать. Не без этого. Но и в чем-то ставить точку. То есть, ну, в той или иной мере это как-то проигрывается. А вообще, что это такое? Я не могу понять, что это за... Не все же, в конце концов, проигрывают какой-то минус, да, будем говорить реалистами. Ну, вот дает понятие как раз семерка жезлов, потому что я вот сказала, да, вы в кого-то вкладывались или во что-то вкладывались, может быть, кому-то помогали, принимали участие, так вот, видимо, в середине февраля у нас как глаза открываются, что мы думали, человек придет, может быть, на выручку, а здесь этого не происходит. Или вы можете сами сказать самому или самой себе, что зря потратили деньги куда-то. Вот, кстати, здесь даже по личной жизни какие-то все-таки присутствуют финансовые моменты, безусловно, денежные. Но, видимо, есть еще и ведь чувства. Тут именно между чувствами и деньгами какая-то история. И вам именно этот эквивалент, баланса как будто нет, дисбаланс, что во взаимопонимании, что с деньгами. И мы приходим к выводу, что зря на что-то откликались, зря в чем-то участвовали. А вот теперь конечный итог в чем? Что мы как закрываем путь вот чьим-то хотелочкам, желаниям и начинаем свои желания исполнять. Вот так, мои дорогие. Что ждет? Да, это какой-то такой выбор, который, ну вот прозреть, да, вот нам говорят, надо рано или поздно. Вот весь февраль говорить себе правду. Поэтому тут я не исключаю, все-таки, посмотрите, конечная карта, хотела сказать, что это в конечном итоге, к чему все идет. Не успела сказать, карту достала. Тут даже если какая-то запутанная личная история,
Ну, значит, даже при том, при всем, что, может быть, кто-то ждал, да, что человек там появится, откликнется или что-то может сложиться. Вот здесь и вы, как своего рода прозрение наступает. Или я могу точно так же сказать, что человек, да, будет готов к примирению. Вот мы все здесь разные, но даже если какая-то история завершается, ведь вас, мои дорогие, это освобождает, как условно говоря, из какой-то старой тюрьмы. Да, вот мы сказали про образ тюрьмы, когда уже была трещина, но молния попала только именно сейчас, и с этой молнией рассыпается. Да, вот это состояние невесомости. Но когда мы спрашиваем, а почему так случилось, произошло, но, видимо, какое-то время все держалось, может быть, держалось лично на вашем энтузиазме, на вашей доброте, мои дорогие, на вашем в чем-то участии. Тут явно есть историю, которую, знаете, как вы вели, как вы именно вы были, ведущей, а не ведомой. Но вот, видимо, факты какие-то заставляют делать выводы. Вы правда делаете выводы. По части личной жизни тоже. Тут и по части финансов, и дома могут быть. У вас какая-то перезагрузка, ну, видимо, на место вот этой башни, да, которая так или иначе бы она бы была разрушена. Вот о чем то не стоит горевать, потому что тогда у вас на кону совершенно новые отношения. И у кого-то, может быть, даже совсем скоро может состояться знакомство. Что же в доме? Что же дома? Дома мир, вот, мои дорогие. Может быть, это по личной жизни даже, я должна сказать, и, ну, вот как ваши личные где-то, да, переживания. Ну, мы все разные, но тем не менее, в конечном итоге нам десятка пентаклей выпало. Поэтому даже если М, я могу сказать, были ссоры, примириться можно, но для ссор или для примирения, точнее, нужно желание двоих и готовность к диалогу двоих. Когда есть одна сторона, один желающий, а второй, как глухая стена, на лад дело не пойдет. Поэтому тут нужно быть реалистом. Поэтому если кто в паре или тот, кто, допустим, вы вместе проживаете, супруги, нашла коса на камень. Ну, ведь это бывает достаточно часто. Тут не надо себе мрака рисовать. Я бы сказала, тут именно нужно что-то прояснить. В очередной раз говорю, именно вынести на поверхность какие-то откровенные разговоры в спокойном ритме, в спокойном тоне, глядя друг другу в глаза. И как раз очень много таких условностей. Мы думали, что оно так обстоит, а выйдет, что оно обстоит иначе. И тогда примириться можно, и в доме мир, и тишина, будем говорить, гармония, счастье. Для тех, кто даже если на грани разрыва, такие явно тоже есть. Тогда все то, что я сказала по предыдущим картам, но вы будете испытывать совершенно другое состояние души, когда вот мир и покой в вашей душе. Вам как будто нужно и отдохнуть, может быть, отчасти, и где-то чувства-то ведь тоже надо привести в порядок. Кто-то, правда, изрядно устал. Вопросы работы. Тут вопросы выбора, мои дорогие. Что-то нужно выбирать. Причем так, не надевая розовые очки, не надеясь на авось, не надеясь на то, что «а вдруг завтра изменится?» Ни разу. Что же по работе? И вы какую-то новость можете получить. О, аркан сила. Вы можете получить новость для кого-то из вас. Может быть, даже эта новость связана, как-то она касается тоже денег. Я могу допустить, что и вы кому-то помогаете, да, и финансово вот наступает какой-то момент X с 10 по 20, когда вам нужно правильно распорядиться деньгами, может быть, или правильно, усталость у кого-то может быть, правильно распорядиться временем вашим. Тут есть какое-то разочарование, как будто очень много приложено усилий в какую-то работу. Ну, либо вот она не там, либо когда мы понимаем, что наступает время что-то менять. Аркан силы, карта критического мышления. Вы сейчас очень ресурсны, но максимально нельзя повторить какую-то ошибку. Любая тройка– карта будущего, повторяю, да? И кто-то спросит, это что ты мне вот еще раз такое? Нет. Нам четко карта показывает, что теперь сердце не болит. Может быть, это и вас отпускает. Вы проделали какую-то работу, может быть, прежде,
а вышло так, что бонусы получили не вы. Или что-то вот вас настолько глубоко ранило, разочаровало, как, может быть, и когда-то в прошлом рухнул бизнес, может быть, да? Бывает такое, к сожалению. Или вы остались без работы. Но, опять же, это в прошлом ситуация. Это мы когда-то словно вот так кричали от боли, а теперь нет. Шрамы останутся на всю жизнь. Они нам будут давать вовремя подсказки, как будто ноют на погоду, да? Вот они будут ныть, ну так условно, тогда, когда предельное внимание нужно. Вот у вас сейчас должно быть предельное внимание к вопросам работы тоже. Здесь нельзя потратить собственные силы в пустоту. Так и хочется сказать: меньше работать, больше получать. Но, по крайней мере, подумать об этом стоит. Потому что, знаете, выкладываясь, ну, наизнанку буквально выворачиваясь, это не значит, что мы успешно решаем какие-то вопросы. Повторюсь, отдохнуть явно нужно. Уставшие люди делают ошибки. Нам уже не раз сказали карты, что вот какая-то ситуация достигла пика. И вот нужно именно завершать и закрывать какие-то гештальты. Может быть, даже нет перемены, ну, места работы, ничего вы такого не планировали. Значит, какой-то рабочий процесс нуждается все равно в трансформации, мои дорогие. Потому что вы очень ресурсные, но, может быть, нужно подумать, куда вы вкладываете свою энергию, время. Может быть, для себя какой-то таймлайн установить именно по части работы, чтобы не была одна только работа без отдыха, может быть, буквально так. Вот критически оценить вашу занятость, приглашает нас карта. Для этого, видимо, есть предпосылки, потому что на кону мы можем получить какой-то очень хороший эквивалент. Но если мы будем действовать по-старому, то результат очевиден. Мы не останемся этим довольны. Поэтому для вас и по работе момент как внутренней перестройки. Или для кого-то напрямую. Может быть, и на работе меняется руководство, какие-то постулаты, положения, приказы, нормы. И вам за что вы беретесь, за какой участок работы вы отвечаете. Вот тут как критическим мышлением нужно определить. Деньги, финансы, король жезлов, харизматичный лидер. Может быть, и есть конкретно контакты с таким человеком, может быть, и предложение по работе. Вообще, это карта руководителя. Отчасти нам говорят, мы на финансы. Финансами как будто самим вам нужно управлять. Может быть, эта карта будет еще и говорить о том, что есть какой-то проект, в который либо вас приглашают, либо вы сами себе его устанавливаете. Но будьте внимательны, тут деньги есть, деньги будут. Я бы сказала, если правда предложение приходит откуда-то, тут явно нужно просчитать, не замечтаться. Потому что нам может быть что-то интересно. Может быть, это даже где-то через работу у вас появляется как новые знакомые, новые люди. Вообще, это, если мы говорим о харизматике, это тот, который способен вдохновить. Но все-таки это больше руководитель. Это тот, кто дает приказы. Делать он сам ничего не будет. Вот вам, может быть, нужно примерить вот так через критическое, да, мышление, понимать, откуда к вам приходят деньги, в каком эквиваленте, что-то проанализировать. Какая-то аналитика должна быть. Потому что тут явно не пойдет так, как прежде. Более того, как будто деньги-то на кону, деньги есть и должны быть. Но карта короля жезлов, она заставляет задуматься, с кем мы идем, куда мы идем. На кого мы рассчитываем, надеемся. И вот надеяться тут точно надо на самого себя, но тогда и мысли в порядок, и силы в порядок тоже надо привести, как будто это напрямую зависит получение денег. Тут какая-то новая возможность, когда оплошать-то тоже нельзя. Может быть, вы слышите какую-то новости по части денег, или вам что-то предлагают, два старших аркана, нулевой и император, мои дорогие. Тут правда. У кого-то из вас по части денег может быть и так, какие-то платежи. Может быть, это какие-то структуры, ведь это всегда структуры. Это власть сама по себе. Или иногда контролирующие органы. Или когда мы сами организуем нашу жизнь. Но вот что-то у вас как должно пойти с правильной ноги. По всем сферам жизни, не знаю. Тут тысячи дорог сходятся
с 10 по 20, может быть, и ситуация какая-то достигает кульминации, когда вы сами где-то понимаете, вот как прежде оно не пойдет. Теперь нужно полностью и себя, может быть, где-то, да, вот изменить, но и отношение, как и к финансам, как и к работе, а может быть, даже к некоторым людям пересмотреть. В конечном итоге, видимо, вот по аркану Мир и Иерофант, да, 2 рядышком карты оказались. Это у вас судьбоносный период февраля, когда действительно на что-то не можете закрыть глаза. И для начала нужно сказать правду самому себе. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые. Я благодарю вас искренне за вашу душевность, за ваше тепло, вот это искренне ваши комментарии волшебные, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации. Ссылки я оставлю в описании под видео. Переходите на мой сайт. Я думаю, что-нибудь вы там найдете для себя интересное. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.